Здравствуйте, друзья! С вами Геоэнергетика Инфо, Максим Радайкин. И Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Борис Леонидович, тут на неделе прошла новость буквально по всем каналам. Давайте я зачитаю, процитирую, так сказать, а вы поясните, что это может означать. В выкладке американского издания «Политика», озаглавленной «Где Байден собирается найти газ для Евросоюза», Россия обеспечивает европейцам около 40% потребления, примерно 155 миллиардов кубометров ежегодно. А США и Европа договорились о поставках лишь 15 миллиардов кубов сжиженного газа, в перспективе 50 миллиардов. Разрыв в худшую сторону, примерно в десяток раз. В лучшем случае трехкратная недостача. Еще около 20 миллиардов Европа могла бы получить, если бы производители согласятся увеличить Норвегия и Азербайджан. Все равно не хватает. Ну, я так понимаю, что ты сейчас процитировал то, что нам сообщил Первый канал. Он самый. Кому еще доверять, кроме как ему? Ну, вот давайте разбираться. Европа и США договорились о поставках дополнительных 15 миллиардов кубометров в виде СПГ. Что настораживает сразу? Я не знаком с компанией USA Ltd, которая занимается производством и поставками газа. Соответственно, вряд ли можно договариваться с США. Я не знаком с компанией ЕУ, ГМБХ или какая-нибудь там аббревиатура еще, которая бы занималась закупками газа. В Европе поставками газа занимаются совершенно конкретные частные компании. Значит, фраза «Европа договорилась с США о поставках газа» – это уже, простите, как бы это помягче сказать, ну, придумайте там какое-нибудь слово. Непрофессионально. Да, скажем, не совсем корректно. Все, что могли договориться и подписать представители Европейской комиссии, раз уж речь идет о Европе, и представители Соединенных Штатов, это либо протокол о намерениях, либо протокол о намерениях, либо какой-нибудь коммюнике, либо еще что-нибудь в этом духе. Поскольку новость разгонялась вот именно в таком виде, Европа и США договорились о дополнительных поставках 15 миллиардов кубометров газа в виде СПГ, естественно, появляется желание увидеть первоисточник. Первоисточник секретным не является, там черным по белому написано, что Соединенные Штаты обязуются провести переговоры с мировыми поставщиками СПГ об увеличении поставок в Европу на 15 миллиардов кубометров. И вот это обещание Соединенные Штаты, я думаю, с блеском выполнят. Они проведут переговоры. Прекрасно. Вот, собственно говоря, и вся новость, потому что ничего другого, так разговаривают государственные деятели без участия реального бизнеса, ничего другого быть не может. Почему Джо Байден заговорил о 15 миллиардах кубометров в виде СПГ? Приблизительно на такое количество рассчитывает индустрия СПГ американского увеличить объем производства в текущем 2022 году. Почему Джо Байден говорит о том, что переговоры будут вестись с мировыми производителями СПГ? В переводе с американского со своими производителями я ни о чем договориться не могу. Вот приблизительно так это выглядит. И ровно этот же текст со своими производителями я договориться не могу. Джо Байден может говорить в адрес всех политиков тех европейских государств, которые заявили о своем желании обходиться без российской нефти. Если вы это делаете, поскольку у вас евроатлантическая солидарность и прочее, страна, крупнейшая по объемам добычи нефти, называется Соединенные Штаты Америки. Но Соединенные Штаты Америки не предлагают заместить своей нефтью нефть российскую. Удивительно. То есть Джо Байден не способен договориться со своими производителями, со своими добытчиками нефти, со своими добытчиками газа, но при этом гарантирует, что он с кем-то еще поговорит. Когда говорят о газе, разумеется, едут в Катар и говорят: дай нам еще газа. И, наверное, уже изрядно уставший эмир Катара в очередной раз объясняет, что такое долгосрочный контракт, что такое обязательство, что мы в нашем мусульманском мире понимаем, что такое долгосрочный контракт. Вы на Диком Западе этого не понимаете, а мы понимаем. И если уж мы договорились о том, что ведем поставки на основании долгосрочного контракта, мы и будем поставлять.
Раз за разом одно и то же. Ну, тут не соглашусь. Эмир Катаров сначала говорил, мы увеличим подачу. Правда, они пропускали насколько. Он говорил, мы рассмотрим возможность. Последнее его уже интервью говорят точно, не можем, не рассчитывайте. В ближайшие там 5-10 лет. Ну, я его понимаю. К нему за минувшие 2 недели обратилось, наверное, 10-2 европейских политиков. Там министр экономики Германии договорился до того, что он заключил соглашение с Катаром, чему Эмир был несказанно удивлен. Приезжал министр, как я мог с ним что-то подписывать. Я с ним мог подписать протокол о намерениях или протокол о намерениях. Я с ним мог разработать коммюнике о дружбе, взаимопомощи, солидарности, о чем угодно еще. Но если бы этот министр представлял некую компанию Германю ГМБХ или АГ, тогда да. Если министр не представляет никакую конкретную компанию, тогда нет. То есть, вот все эти разговоры о том, что мы где-то что-то с кем-то как-то договоримся и, может быть, привезем, ну, это разговор в пользу руководительницы Европейской комиссии. Точно так же, как вот эта фраза, которую ты зачитал, на 15-20 миллиардов кубометров увеличит объемы добычи Норвегии и Азербайджана. Азербайджан может увеличить, это правда. Но если Европейский Союз будет забирать у него газ в ведрах, тогда да. Или в банках, или не знаю в чем еще. Единственный магистральный газопровод, который связывает месторождение Шах-Денис, морское месторождение, разрабатываемое консорциумом компании во главе с Сукар, State Oil Company of Azerbaijan Republic, магистральный газопровод ТАП-ТАНАП, годовая мощность 16 миллиардов кубометров газа в год, из них 6 миллиардов предназначается для потребителей в Турции, через территорию которой проходит этот магистральный газопровод, вот 10 миллиардов. Как любой магистральный газопровод, он не выходит за один год на 100% мощности. В 2021 году по ТАП-ТАНАП было поставлено 14 миллиардов кубометров в соответствии с графиком. В этом году он выходит на максимальную мощность на 16 миллиардов. То есть, если в прошлом году с Шах-Дениза в Южную Европу пришло 8 миллиардов кубометров, то в этом году придет 10. Это большая удача, и, конечно, это компенсирует вот эти несчастные 155 миллиардов кубометров из России. Это порядка 1,5%. Это уже шаг. Да, это, конечно, это их спасет. Что касается Норвегии, было сообщение компании Equinor, государственная компания Норвегии, о том, что если напрячься как следует и все месторождения еще раз проинспектировать и уменьшить объемы закачки газа в пласт, то в 2022 году смогут нарастить поставки в Европу на 1,5 миллиарда кубометров. Итого трубного газа, вот, по мнению политика, который зачем-то цитирует Первый канал, ну, не похоже на 15-20. Потому что 2 плюс 1,5 во втором классе учат, что это все-таки 3,5, но не 15 и не 20. Вот, собственно говоря, и все. То есть, есть некие разговоры о том, что американские эмиссары будут шерстить по миру в поисках СПГ, у кого он свободен от долгосрочных контрактов, кого устроят разовые спотовые сделки. Это интересно, когда норма прибыли высока, но рассчитывать на то, что это произойдет. Но сейчас в Азии тепло, в Европе холодно. Понятно, в Европе цена выше. У кого есть свободно от долгосрочных контрактов газ, стараются его пропихнуть в эту разнесчастную Европу, раз она способна платить по 1200, по 1300 за куб, ну, пожалуйста. Но если в Азии станет слишком жарко, тогда долгосрочные контракты будет необходимо выполнять на все 100%. Тогда, извините, в соответствии с пожеланиями некоторых министров земель Федеративной Республики Германия, можно снять с себя 2 свитера, ходить только в 3, а если летом будет жарко, содрать с себя шкуру и тем самым напугать Владимира Путина просто не знаю до какого состояния. Можно говорить много глупостей, но европейские политики, как представители Дикого Запада, за свои слова не отвечают. Можно, конечно, другие фразеологизмы использовать. Но сейчас их вынуждены учить тому, что за слова надо отвечать уже не только представители России, но и Ближнего Востока. Им объясняют, что, ребята, мы понимаем, что у вас не очень хорошо с деловой этикой, вы не понимаете, что такое частная собственность, вы не знаете, что такое слово купца. Ну,
попробуйте все-таки еще раз прочитать, что это такое. Раньше в Европе было право на частную собственность, сейчас вы его отменили. Ну, а мы нет. А мы нет, и, как ни странно, вы на этой планете далеко не единственные. Так что, на самом деле, все как всегда. Есть всевозможные комментарии, есть наши СМИ, желающие пересказывать СМИ европейские, это какой-то отдельный вид спорта. А есть первоисточники. В первоисточниках сказано, Соединенные Штаты будут содействовать. Ну, будут содействовать. Ну, хорошо, молодец. Сказал, чем будешь заниматься в течение года. Вот, собственно говоря, и все. Все как всегда. Обратитесь к первоисточникам, и вы обнаружите, что то, что нам рассказывают журналисты, не очень совпадает с реальностью. С фактами, которые имеют место быть. Ну, как-то так. Пожелаем всем хорошей погоды, там как-то тепла в доме, а то там в Германии опять предлагают прикрутить. Перед тем, как идти в студию, я краем уха услышал прогноз погоды для Европы. В Стокгольме минус 14 сегодня, в Осло минус 10. В Берлине на выходных температура по ночам упадет до минус 2, минус 3. Дед Мороз подзадержался, но вот то, что на минувшей неделе европейским компаниям удавалось какие-то объемы газа отправлять в подземные хранилища, видимо, на наступающей неделе ситуация изменится до наоборот. Придется какую-то часть извлекать. Ну, это жизнь, это бизнес, который отнюдь не всегда подчиняется правилам, которые придумывает Урсула фон Шольц, а также Байден-Моровецкий, там двойная фамилия и прочие деятели, которые за свои слова ответственности нести не хотят. Им нужен пиар, им нужно электоральный цикл соблюдать. Господин Макрон по 5 раз на дню желает звонить в Кремль. Не знаю для чего, но что-то, наверное, он хочет услышать. Все пределы. Политики слова говорят. Бизнес думает, как выживать в тех условиях, которые ему политики создали. Ну что ж, спасибо за развернутый комментарий, ободряюще. Любите первоисточники, и тогда у вас будет меньше поводов нервничать, не спать. Будьте спокойны, читайте первоисточники. Друзья, большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. В случае каких-либо блокировок мы всегда там. Ссылка будет в описании. Желающие поддержать нас с учетом отсутствия монетизации, можете подписываться на платную подписку Sponsor.ru. Там уже начали появляться эксклюзивные материалы, которых нету на основном канале. Спасибо за внимание. Всем спасибо за внимание. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Мы все-таки надеемся дождаться, когда вернется монетизация на YouTube, или когда у нас в России появятся платформы, которые позволят продолжать функционировать, оставаясь независимым изданием. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.